точно, раз никто не может подвергнуть это сомнению или доказать, нельзя доказать веру, нельзя ничего этого доказать, то тогда почему я вообще в это верю? Итак, у тебя есть убеждение, о котором мы поговорим? Типа религиозное? Возможно. Любое на самом деле. Да, я могу рассказать. Я могу рассказать. У меня христианские корни. Меня воспитали южным баптистом. Я не то чтобы верю во всю доктрину, которую учит Библия. Иногда мне кажется, что Библия ограничивает нас, наше самовыражение. Вот люди говорят о славе, великолепии и чуде Божьем. Как это можно уместить всего в 66 книгах? Мне кажется, что я пытаюсь чувствовать Бога на более духовном уровне. И я верю в духовность больше, чем во что-либо еще. Это то, что определяет, кто я, что я думаю, во что верю. Я верю, что есть что-то, что работает ради меня в этой вселенной. Что-то, что работает ради Да, тебя. что-то, что будто направляет меня, потому что я не могу считать своей заслугой все, что случилось хорошего в моей жизни. Иногда это нужное место, нужное время, иногда удача или что-то еще. И как объяснить эти вещи? Знаешь, люди говорят, что это Бог, и я верю в это, но я не верю во всю эту доктрину. Ветхий Завет и вот это вот все, это просто ограничивает и как бы душит. Тебе нельзя жить, ты не можешь ничего делать. И я подумал, что это все устарело, это неприменимо к сегодняшней реальности. Я бы был рад исследовать причины твоей веры в то, что Бог вообще существует. Да. Во-первых, насколько ты уверен в существовании Бога? Да. По шкале от 1 до 10. 10 однозначно. 10. Понял. И ты упомянул раньше что-то про то, как объяснить, почему происходят хорошие вещи. Это основная причина или есть более важная? Я просто смотрю на свою жизнь, свой опыт. Некоторые вещи, которые нельзя объяснить, вещи, которые неосязаемы, которые просто есть. И энергия. Я верю, что Бог ответственен за все эти вещи. Это не обязательно что-то хорошее, это может быть плохое, это может быть неожиданная смерть или что угодно. Я верю, что есть что-то, что управляет всем этим. Не обязательно только хорошие вещи. Я считаю, что Бог контролирует и хорошее, и плохое. Хорошо, значит, ты считаешь, что личный опыт, скорее всего, Да. не может быть объяснен? Да. Ладно. И это потому, что Бог как-то связан со всем этим опытом? Да, точно. Бог как-то связан с Да, этим? я бы никогда не сказал о чем-то, что это полностью моя заслуга. Потому что мои способности даны Богом. Кто я есть, моя суть, сущность. Все эти вещи были даны мне еще с детства, до моего рождения. И как объяснить хотя бы то, кто ты, твою личность? Знаешь, это сложно объяснить, но я просто чувствую, что за всем этим есть причина, я просто приписываю это Богу и его деяниям. Ты приписываешь Да, Богу да. этот опыт? Да. И мне бы хотелось понять, как ты пришел к тому, что это так, что Бог как-то связан с этим. Как я уже сказал, у меня христианские корни. И, знаешь, я не уверен в том, откуда мы произошли. Были это Адам и Ева и все такое. В этом всем просто где-то не хватает фактов, не хватает логики, и я просто не пытаюсь в это вникать. Я знаю, что я человек, что я духовное существо. Знаю, что я способен на добро и зло. Знаю, что во мне есть что-то, что стремится к более великой жизни, если говорить про мои стремления, мотивацию, амбиции. Откуда вообще берутся эти вещи? Откуда берутся наши стремления и мотивации? Откуда вообще у нас такие вещи, как страсти, другие вещи, которые нам важны? Какие мы, наши личности? Некоторые люди более экстравертные, другие интроверты. Кто нам все это дает? Не я выбирал это все. Не говорил, типа, о, я буду вот таким Все эти человеком. вопросы о том, как мы появились, откуда берутся наши Да. стремления. Я не говорю, что это так, но если бы кто-то объяснил нам обоим, как это все могло произойти без участия Бога, это бы изменило твою уверенность в существовании Мне было бы Бога? интересно об этом послушать. Да, это интересно. Я знаю, что сильно влияет то, как тебя растили, твое воспитание, окружение. Это все формирует нас. Но я верю во внутреннюю сущность. Внутреннюю сущность. Уникальность. Каждый человек абсолютно уникален. Ни один не похож на кого-то, кто был раньше, ни один не похож на кого-то, кто будет потом. Поэтому мне кажется, что мы все спроектированы и созданы. У всех разные отпечатки пальцев, у всех. Нет двух одинаковых людей. Даже близнецы отличаются. Тройняшки еще сильнее.
Значит, если бы было объяснение без участия Бога, Да, в этом плане открыт. ты был бы открыт, и если бы ты счел, что эти объяснения хорошие, ты бы изменил свою уверенность? Не знаю, изменил бы этому уверенность, но это расширенный взгляд. Дело в том, что моя вера сильна. Я думаю, что наша вера действительно, как ты сказал, направляет нас. Это очень сильная вещь. Но я открыт. Мне нравится об этом слушать, я хочу понимать больше. Я бы не сказал, что сомневаюсь в своей вере. Но это даст мне другую точку зрения. Хорошо? Значит, если я пытаюсь понять, что могло бы изменить твою уверенность. Может, если бы какие-то рассуждения, которые ты используешь, оказались бы ненадежными, ты бы изменил уверенность? Тема жизни после смерти, типа, немного меня смущает. Потому что я не знаю, и никто не знает, что происходит после смерти. Знаешь, теория про рай и ад и все такое. Подобные вещи меня Ага. смущают, потому что, окей, а в чем тогда смысл? То, что ты делаешь здесь, христиане верят, что то, что ты делаешь на земле за свои 75-80 лет жизни, может обречь тебя на вечную жизнь в огне. Я не догоняю, ты просто будешь гореть вечно, типа, в чем смысл? И рай, и блаженную утопия вечной жизни. Я об этом не знаю. Я знаю просто, что мы здесь и сейчас должны проживать нашу жизнь на этой земле. Я думаю, что есть цели и причины для этого. Теория жизни после смерти в христианстве в ней не уверен, потому что рай или ад, мне кажется, что здесь что-то не то. Так, если бы можно было как-то убедиться, что нет жизни после смерти, ты бы изменил уверенность в существовании Бога? Про это было бы интересно послушать. А ты... Я знаю, что это мое интервью, но ты... Я ищу надежные способы, чтобы приходить к подобным убеждениям. Я бы сказал, что я гораздо ниже на этой шкале, но пытаюсь найти надежные способы рассуждений. Окей. То есть ты просто... Ты хочешь фактических доказательств, или ты просто ищешь правду? Я ищу правду, Окей, какой окей, бы окей. она ни была, Окей. и я ищу надежные способы. Окей. Сейчас я думаю, что факты и свидетельства Окей. это очень надежный способ приходить к убеждениям. Окей. Есть свидетельства или факты для этого убеждения? Это вера. Вера. В этом основа христианства, элемент веры. Люди говорят, мол, вера, просто верь, просто надейся, просто доверяй. Но вера на самом деле основа этой религии. Окей. Вера может очень много дать. Вера. Просто верь. Окей. Просто верить. Верить во что-то, что нельзя увидеть, что-то неосязаемое. Окей. Такой способ прийти к данному убеждению надежен? Да, потому что это помогает стать оптимистом, даже когда случается что-то плохое. Когда ты веришь, ты видишь все в хорошем свете, вообще все. Даже то, что оказывается несчастьем. Ты просто веришь. Ты видишь все в светлых тонах, все хорошо. Даже если происходящее неприятно, можно извлечь хорошее из каждой ситуации. Твой дух всегда на высоте. Если, например, кто-то умер, то значит просто пришло их время уйти. Можно видеть хорошее в смерти, даже при том, что смерть — это грустно. Так что вера позволяет быть на более высоком уровне мышления и жизнедеятельности, вместо того, чтобы быть подавленным и на более низком уровне. Так что Понял. она на самом деле поддерживает высокую нравственность. Ты говоришь, что жизнь, основанная на вере, Да. позволяет тебе быть более оптимистичным, более Да. позитивным, жить хорошей нравственной жизнью. Да, я так считаю, да. Вера — это сильная вещь, тут важна убежденность. Понял. Может ли кто-то, кто не использует такой способ приходить к убеждениям, быть все равно позитивным, оптимистичным Да, и все это такое? так, но я бы спросил такого человека, что за этим лежит. Почему он... В смысле, если ты просто оживлен и позитивен, что за этим скрывается? Да? Какие причины здесь можно было бы назвать? Я не знаю, я бы хотел их услышать. Да. Может, просто потому, что человек счастлив и дружелюбен? Я не знаю. Какой еще есть способ быть оптимистичным и жить хорошо и позитивно без этого убеждения? Даже не знаю. Не А ты знаешь? что думаешь? Ну, если говорить об оптимизме, используя факты и свидетельства, Да. что-то хорошее происходило в прошлом, значит, что-то хорошее может происходить и в будущем. Окей. Может быть. Но веришь ли ты, что мы просто живем... Мне хотелось бы верить, что наше время на Земле и то, что мы здесь делаем, наше место, имеет какой-то смысл. Ты считаешь, что смысла нет? Мне кажется, что мы просто Да, двигаемся. может быть. Веришь ли ты, что мы просто живем в жизни, нет смысла, ни в каких действиях нет Как смысла? по-твоему, кто-то без такого убеждения мог бы иметь смысл в жизни? Мне...
Мне просто кажется... Я не знаю, веришь ли ты, в первую очередь, внутри себя, в свои способности. И в этом нет ничего плохого. Ты веришь, что все, что не делается, к лучшему, и... В этом реально нет ничего плохого. Для этого не обязательно верить в Бога, это просто твой способ мыслей. Я думаю, в сущности, это хороший подход к жизни. Но я, будучи изначально христианином, верю, что Бог дает мне это. Бог дает Почву тебе... для этого. Понятно. Но правда ли это? Много людей верят в это. Влияет ли количество верующих во Нет, что-то? конечно, не влияет. Но... Что такое правда? Хороший вопрос. Как мы можем приходить к Что верному? такое правда? Что это значит? Правда относительно. Правда относительно? Да. Потому что я уверен, что есть много мусульман, которые верят в Аллаха, и буддистов, и все такое. Но я считаю, что есть правда за этим всем, единая правда, и мы все по-разному подходим к ней. Мы по-разному подходим к некоторой правде? К одной и той же правде. Просто туда есть разные пути, как разные религии, разные конфессии, которые все ведут к одной правде. Потому что буддисты ведь неплохие люди. Некоторые священные писания, которые я видел, даже мусульманские, некоторые книги из Библии и Корана одинаковые. Библия и Новый Завет. И я хотел понять, где за всем этим правда, как это стало таким изменчивым и разрозненным в таком большом числе направлений. Ведь было что-то, какое-то основание, начало. И мне бы хотелось узнать, но... Да. Я ценю правду. Я хочу как можно больше правды, а также как можно меньше ошибаться, если это возможно. Поэтому для каждого из своих убеждений я пытаюсь узнать, есть ли что-то, что помогло бы снизить мою уверенность в нем. Так я рассуждаю об убеждениях. Окей, то есть ты ищешь правду. Да. Ты смотришь на факты, ты читаешь, ты исследуешь, и потом информация, которую ты получил, будет формировать убеждения. И если у какого-то из моих убеждений вообще нет свойства быть опровергнутым, то стала быть высока вероятность, что оно ненадежно. И в итоге я рискую верить во что-то, что будет ошибочным. Так что мне нужно, чтобы мои убеждения можно было опровергнуть. Должно быть это свойство. Это не значит, что они неверны, но должна быть возможность показать, что они могут быть неверны. Чтобы ты верил Чтобы в они это. заслуживали доверия. Чтобы они имели какую-то ценность. То есть, это интересная точка зрения. Значит, ты считаешь... Вау, я никогда не слышал такого раньше. Ты веришь во что-то, и если оно может быть подвергнуто сомнению, это дает тебе больше уверенности в нем? Да, потому что убеждения, которые в принципе неопровержимы, могут быть любыми. Это очень глубоко. Да, Да. Если ты просто не можешь... Да. да, Потому что ты можешь молиться Богу. Это окей. да. Я интересуюсь, как бы мы могли понять, что это убеждение неверно. Я думаю, нет способа понять. Нет способа понять? И значит, ты меньше уверен в этом. Значит, что оно не имеет ценности. И преимущества, которые я получаю... Точняк! Это круто! Да. Это хороший взгляд. Я бы хотел верить в это, если оно верно. Точно, раз никто не может подвергнуть это сомнению или доказать, нельзя доказать веру, нельзя ничего этого доказать, то тогда... Почему я вообще в это верю? Возможно, тут ты прав. Да, возможно. Это мощный чувак. Да, спасибо. Просто есть о чем Да, подумать. конечно. Спасибо тебе за это. Это очень поучительно. Я никогда не думал об этом в этом ключе. Потому что люди так понимают христианство и религии в целом, что нельзя даже задаваться вопросом, почему я должен поддаваться этой религии, ведь нет даже никаких фактов об этом. Например, про Иисуса Христа, жил ли он, ходил по воде, или про Ноя, является ли это правдой. Да, и перед тем, как получать что-то от убеждения, я хочу убедиться, что оно верно. Да. Как, например, мы здесь прямо сейчас, это правда, это факты, я здесь прямо сейчас. Да, у нас есть способы это проверить. Я думаю. Надеюсь. Но, получается, ты говоришь, если мы не можем подвергнуть сомнению свои убеждения, то это усложняет. Это круто, это то, что я заберу с собой. Ты меня сейчас до дрожи пробрал. Ага. Видишь? Рука дрожит. Как ты думаешь?
10 из 10 самая точная позиция прямо сейчас. Она, возможно, немного сдвинулась. Не потому что я люблю думать о таких вещах, потому что я люблю... Окей, я верю, потому что меня так воспитали, и это убеждение формировало всю мою жизнь, но... Да. Но какие свидетельства у меня на самом деле есть? Я могу посмотреть на свою жизнь, на все хорошее, на что было, на благословение, которое я получал, как говорится. Но какие свидетельства у меня есть, что эта личность действительно действует через меня? Да. Наверное, пока у тебя нет определенного опыта, ты не поймешь. Да. Есть о чем подумать, Доминик. Спасибо, чувак. Как тебя зовут? Рид. Рид. Я посмотрю, как называется твой YouTube-канал? Cordial curiosity. Искреннее любопытство. Это очень искренне. Оправдываю название. Спасибо огромное, Рид. Крутяк. Ты Хорошего заставил дня. меня думать, братан. Спасибо большое. Спасибо. Вау. Это впечатлило вас? Я думаю, впечатлило. Класс, класс. Он был классным.